А просто вот когда ты служишь Богу, и, конечно, ты зачастую радуешься, когда кому-то удается помочь советом, наставлением, за кого-то помолился и видишь, что действительно вот ему это помогло. Но надо не забывать, что это дар Божий, не моя заслуга. Только степи и снег, торжество белизны совершенной, и безвестного путника вдруг оборвавшийся след. Как отважился он фамильярничать с бездной вселенной, в чем разгадка строки, ненадолго записанной в снег. Иероглиф судьбы, наделенный значением крика, человеческий след, уводящий сознание во тьму. И сияет пространство, как будто открытая книга, чья высокая мудрость вовеки невнятна уму. А вот когда человек становится монахом или священником, он это делает для себя или для других? «Спасись и сам, и спасутся тысячи вокруг тебя», сказано в Священном Писании. Первоначально надо заняться именно своим духовным образованием, своим личным подвигом, а потом уже идет и служение миру и людям. А в чем для вас заключается служение людям? Прежде всего молитва. Главное для монаха – это молитва. Молитва и за себя, и за весь мир, и за людей. Многие люди просят помолиться за них. В одном из древнейших московских монастырей Симоновом в конце XIV века жили-были два монаха – Кирилл и Ферапонт. По всей видимости, Ферапонт, бывав по делам в Вологде, полюбил эти края, а может быть и по благословению Сергия Радонежского, неоднократно посещавшего Симонов монастырь, для укрепления северных земель отправились оба монаха на берег Белого озера к северо-западу от Вологды. На этом месте впоследствии вырос мощный и величественный форпост в виде Кирилла Белозерского монастыря. Но тогда, прожив 1 год, Ферапонт принял решение совсем уединиться и отправился дальше. Он поселился в келье в 13 верстах от Кирилла, на горке между двумя небольшими озерами. Именно на этом месте со временем будет основана обитель, известная ныне как Ферапонтов-Белозерский монастырь. А вы часто чувствуете отдачу, какую-то обратную связь? Вот видите ли вы, что помогли кому-то прийти к Богу? Или человек исправился? Вот у вас есть такие примеры? Хороший вопрос, но сложный. Понимаете, важно не искать каких-то особых таких Есть такое понятие, как духовное сластолюбие, когда человек начинает искать каких-то особых ощущений в своей жизни, даже духовных. Вот это не нужно. А просто когда ты служишь Богу, и, конечно, ты зачастую радуешься, когда кому-то удается помочь советом, наставлением, за кого-то помолился и видишь, что действительно ему это помогло. Но надо не забывать, что это дар Божий, не моя заслуга, а именно Господь по своей милосердию, Он дает. Конкретно, трудно сказать, это очень зачастую личное для людей, поэтому такие вещи очень сложно как-то обнародовать, очень сложно. Но, как говорится, Бог, Он всегда с нами, и если мы от всего сердца искренне к Нему обращаемся, то получаем. Но единственное, что, опять же, видите, как говорил один святой отец, прежде всего просите милости Божией, потому что когда мы просим чего-то конкретно, то зачастую мы можем просить то, что нам не нужно, то, что нам может навредить. Нам кажется, что это нам нужно, а по-настоящему это может быть во вред. И когда человек так просит, зачастую он может получить, а потом разочароваться. Поэтому просите прежде всего милости, чтобы Господь помиловал нас. Сложилось так, что не суждено было преподобному Ферапонту остаться в монастыре. Можайский князь Андрей, сын Дмитрия Донского, призвал его к себе, чтобы основать новый монастырь. Так появился Можайский Лужецкий Рождества Богородицы Ферапонтов монастырь. Несмотря на свое желание возвратиться к Белому озеру, Ферапонт остался в Лужецком монастыре до своей смерти. Он умер в 1426 году на 90-м году жизни.
У нас был один знакомый православный священник, который подписывался «слуга слуг». Это напоминает нам о том, как вот Иисус омыл ноги своим ученикам. Как вы относитесь к такому служению? А вы знаете, духовная жизнь начинается со смирения. Поэтому, конечно, это вот начало смирения – это смиренномудрие, когда человек о себе думает смиренно, когда он не превозносит себя. Как говорил старец Паисий: «Я есть глина, Господь горшечник. Если Он захочет, то Он из меня может что-то вылепить. Если же нет, я остаюсь грязью, я остаюсь глиной». Если человек так о себе думает, то это, конечно, хорошо. К этому надо стремиться, к этому надо идти. Потому что гордыня человеческая, она всегда восстает. И каждый зачастую о себе думает, что он не просто, а нечто. И нечто немаловажное. А не будет потом проблем с заниженной самооценкой, если о себе так говорить? Не может это потом аукнуться? Вы понимаете, вот в духовном деле очень важно рассуждение. Знаете, есть такое выражение, оно может чуть-чуть такое грубое: «Научи дурака Богу молиться, он лоб разобьет». Так и здесь. Духовное рассуждение, наставление святых отцов, учение церкви. Вот если именно в этом ключе идти по пути спасения, то ни к депрессии, ни к унынию, ни к заниженной самооценке это не приведет. Очевидно, в Ферапонтовом монастыре не нашлось подготовленного инока, который продолжил бы дело прежнего настоятеля. Поэтому братья упросило преподобного Мартиниана, ученика и воспитанника Кирилла Белозерского, стать их игуменом. Мартиниан ввел в монастыре устав преподобного Кирилла, а также, прилагая усилия для благоустройства монастыря, вскоре привел его в процветающее состояние. Поэтому именно Ферапонтов монастырь со времени игуменства там Мартиниана долгое время носил название Мартимьяновского. Вот до того, как вы стали игуменом Ферапонтова монастыря, вы долгое время служили в Спасо-Каменном монастыре, расположенном на крошечном острове на Кубинском озере. Вот какие особенности служения в столь удаленном месте? Да, место действительно особенное. Остров, но вы знаете, он в разное время года по-разному воспринимается. Если, например, летом достаточно много людей посещает остров, то зимою, вы знаете, как вот Джек Лондон говорит, белое безмолвие. Так я думаю, что хорошо. Почему святые вот в основном вот отцы преподобные уходили вот в такие места? Вот преподобный Ферапонт, он ушел из Москвы, из Симонова монастыря. Они ушли вместе с преподобным Кириллом вот в Вологодскую землю. Ведь если сейчас, можно сказать, тут достаточно так далеко от цивилизации, от центра, то в те времена это такая уже была пустынь, такое, знаете, захолустье дремучее, людей мало. И они искали уединения, чтобы идти по пути духовного совершенства. А уже потом собирались люди и образовывались монастыри и братства. Вот говоря о службе, о вашей службе в Спасо-Каменном монастыре, что было для вас самым сложным? Самое сложное, да знаете, даже не знаю. Там есть такая одна из проблем, это вот ветер. Длина озера 70 километров, и вот постоянный ветер достаточно сложно пережить, так, знаете, для организма, для здоровья. Вот. А вот эта возможность зачастую нахождения одному совершенно, такое тишина, такой как бы аскетизм определенный этого места, особый. Это да, это да. Вот. Ну и еще очень важно это доверять Богу. Потому что в любой нашей жизни зачастую мы сталкиваемся с какими-то житейскими трудностями и проблемами. И вот очень важно научиться доверять Богу, что Господь поможет. Да, самому тоже надо стараться. Как говорил один святой отец, все, что от тебя делать, делай, а все, что выше от твоих сил, возложи упование на Бога. Вот этому надо учиться. Сразу это приобрести сложно, а в таких зачастую трудных местах
тут вот как раз и научаешься этому. В конце XV века в монастыре был построен один из первых каменных храмов русского севера – собор Рождества Пресвятой Богородицы, главная достопримечательность Ферапонтова монастыря. В нем сохранились уникальные фрески 1502 года, созданные прославленным древнерусским иконописцем Дионисием и его сыновьями. Его авторство подтверждается автографом иконописца на северной стене церкви. Фрески покрывают всю внутреннюю поверхность храма общей площадью 600 квадратных метров. Настенная живопись реставрировалась в XX веке, и в 1974 году был открыт музей фресок Дионисия. Вы, будучи игуменом Ферапонтового монастыря, наверняка проводите службы в соборе Рождества Богородицы, где находятся фрески Дионисия. Вот вы чувствуете там какую-то особую благодать? Да, тут, видите, место действительно особенное. Вот. Мы проводим раз в году молебны в соборе Рождества Пресвятой Богородицы как раз на этот праздник, на Рождество Пресвятой Богородицы. Ведь и фрески, ведь это же не просто художественная ценность. Прежде всего, это духовная ценность. И Дионисий, он писал именно для того, чтобы люди там молились, для молитвы, для общения с Богом. Поэтому это очень важно. Но с Божьей помощью церковь, ведь она не хочет повредить памятникам, разрушить что-либо. Поэтому вместе с музеем заботимся о сохранении памятника. У нас особый температурно-влажностный режим в зданиях, в храмах. Поэтому стараемся все это соблюдать и с Божьей помощью преодолевать какие-то трудности, которые встречаются. То есть на службе нельзя зажигать свечи, я так понимаю? В соборе свечи не зажигают, да, не используют ни воду, ни свечи, ни лампады. А в других храмах, да, у нас и на надвратном храме и свечи горят, и лампады. Стоит специальный очиститель воздуха, который фильтрует и очищает воздух от гари. То же самое и в храме преподобного Мартиниана, когда проходит летом там службы. Позже вдоль стен монастыря пролег большой тракт на Архангельск через Каргополь, по которому проходил торговый путь на север, а также шли паломники в Соловецкий монастырь. Известен монастырь и тем, что здесь в заточении провел 10 лет опальный и низложенный патриарх Никон, благодаря которому в православной церкви произошел раскол. Сюда же в разное время ссылали и других видных религиозных деятелей. А вообще тяжело священнику исповедовать? Ведь наверняка приходится слушать много всяких нелицеприятных вещей. Дело в том, что священник – это только посредник между человеком и Богом. Поэтому это проходит через него, но оно в нем не остается. Если у человека, если у священника правильное духовное расположение, то он просто это пропускает через себя, но он понимает, что кающийся пришел исправляться и каяться пред Богом. В прошлом году, во время пандемии в Канаде, в некоторых православных монастырях исповедь проводилась дистанционно, по телефону. Имеет такое явление право быть? Да, мне кажется, да. Просто, понимаете, исповедь – это таинство. Выслушать можно. Но разрешительную молитву прочесть и отпущение грехов, то тут, конечно, я даже затрудняюсь сказать. А как беседа, это вполне возможно. С октября 2018 года по распоряжению Святейшего Синода Русской Православной Церкви в Вологодской епархии был возрожден Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь. Совершаются регулярные богослужения и подписаны двухсторонние договоры с музеем. А вы можете вспомнить какую-нибудь смешную историю? И вообще, шутите ли вы? Знаете, так сходу не скажу. Понятно, что у одного старца был случай, он шел с братьями, пошутил, и монахи смеялись, а шел один охотник, увидел это и осудил в сердце своем. И он в сердце своем осудил, что монахи идут, смеются, нехорошо. И старец говорит: натяни лук.
Этот охотник натянул лук. Он говорит, еще сильнее натяни. Он еще сильнее натянул. Он говорит, еще сильнее натяни. Он говорит, нет, отче, сильнее нельзя, сломается. Он говорит, так вот и в духовной жизни. Конечно, все же мы люди. И монахи тоже люди. Я думаю, может, со временем как-то и здесь удастся нам наладить такую жизнь, чтобы и музей функционировал, и монастырь существовал, и чтобы во всех храмах была возможность совершать богослужение. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Пишите в комментариях вопросы, которые вы считаете будет интересно задать нашим будущим собеседникам. А мы проведем конкурс среди присланных вопросов и победителю отправим наш буклет Aerial Photo в подарочной упаковке. 60 страниц фотографий храмов и монастырей России, Грузии, США и Канады, других стран с высоты птичьего полета. Подписывайтесь на наш Инстаграм, там много красивых фотографий. Ссылка внизу под видео. Спасибо.